Близнецы, приветствую вас на моем канале. Это видео будет про Уран в вашем знаке. Уран, который меняет знак и переходит в знак Близнецы. Вы главные герои большого уранического транзита, который начинается 7 июля 2025 года. Уран — это планета перемен, пробуждения, свободы, неожиданных поворотов, революций. Он входит в ваш знак. Был он там в прошлый раз 84 года назад. Что происходило в мире в целом, как он влиял на наш мир, как он повлияет сейчас, когда перейдет в ваш знак. Я записала отдельное видео, оставлю в описании под этим. Переходите, смотрите. В этом году Уран зайдет в ваш знак ненадолго, до ноября, потом вернется в знак Телец и уже весной, в апреле 2026 года, войдет в ваш знак и останется там до 2032 года. Все это время он будет идти по вашему первому дому, дому личности, тела, поведения, характера, внешности и стиля жизни. Это начало очень важного периода, который полностью поменяет ваш образ, вашу подачу в мир, ваше ощущение, кто вы. После того, как Уран перейдет в ваш знак воздушный, такой же, как Водолей, которым он управляет, а значит, этот транзит будет происходить для вас легче и естественнее, чем, например, для Тельцов. Урану комфортно в вашей стихии, он будет действовать скорее как вдохновение, идея, свобода, чем как кризис. Но все же перемены будут и очень яркие. Вы почувствуете желание меняться во внешности, в поведении, в образе жизни или полностью поменять свою жизнь. Итак, если у вас Солнце, Луна, Асцендент или другие важные точки в Близнецах, вы почувствуете этот переход особенно ярко и одними из первых. Если у вас от 0 до 3 градусов находятся какие-то важные точки, Уран пройдет по ним уже в первую волну с июля по ноябрь 2025 года. И у тех еще, у кого с 0 до 3 градуса в Стрельце, в Рыбах или в Деве есть какие-то важные точки, планеты. Может быть, у вас Луна в Деве, а по асценденту вы Близнец, или по Солнцу вы Близнецы и Рыбы по асценденту. Нужно смотреть, какие градусы, и тогда вы будете понимать, когда у вас начнутся перемены по Урану. Пишите в комментариях, если вы не знаете, я рассчитаю для вас, скажу вам. Если у вас есть какие-то точки важные от 0 до 3 градусов в Стрельце, Рыбах или Деве, вы можете чуть-чуть более остро почувствовать эти перемены. Если вы Весы, Водолей или Овен, этот транзит пройдет в позитивных аспектах, вдохновит и подкинет вам классные идеи. И, конечно же, если у вас Солнце в последних градусах Тельца, вы еще раз почувствуете напряжение, когда Уран снова будет проходить по вашим последним градусам. Но весной 2026 года он уже окончательно выйдет оттуда и наступит новое дыхание. Последние годы, начиная с 2018 года, Уран шел у вас по 12 дому гороскопа. Это зона завершений, освобождения, внутреннего очищения, изоляции, уединения и вынужденной эмиграции. Кто-то из вас мог сталкиваться с больницами, чужими тайнами, одиночеством, завершением чего-то, душевными какими-то метаниями, переездами далеко от привычного круга. Это дом, где многое происходит за кулисами. Вы как будто проживали внутри, очищались, завершали что-то старое. А теперь все, этот этап завершается. Уран выходит из тени и входит в ваш первый дом. Вы сами становитесь главной темой. Ваша личность, тело, характер, образ — все теперь в центре внимания Урана. У меня появилась идея. Если вы хотите понять, как может проиграться Уран в ближайшие 7 лет именно у вас, давайте сделаем это видео полезным не только для вас, но и для других. Вспомните, как менялась ваша жизнь последние 7 лет, начиная с 2018 года, когда Уран шел по вашему 12 дому. Может, вы что-то завершали или были в изоляции, была вынужденная иммиграция. Что изменилось в вашей жизни? Напишите в комментариях, через какие перемены вы прошли. Это будет очень бесценно для раков, у которых сейчас Уран будет идти по 12 дому. А вы, если хотите посмотреть, как проигрался Уран в первом доме, переходите на видео про Тельцов. Они там оставили в комментариях, как у них проигрывался Уран в первом доме. У вас, конечно же, будет легче, по-другому, но все-таки через какие изменения вы будете проходить, можете для себя посмотреть. Будут очень полезными такие подсказки. И мне неожиданно пришла такая идея в голову, как настоящему представителю Урана. Надеюсь, вам будет это полезно. Итак, теперь Уран переключается на вас, и все, что связано с вашим поведением, внешним видом, самоощущением, все это будет меняться. Пришло время для кардинального обновления. Это про свободу, про яркость, про свежесть, про новый взгляд. Перемены будут касаться прежде всего вас самих, вашей внешности, вашего характера, ваших привычек, имиджа и даже телесного состояния. В ближайшие годы вы можете так сильно поменяться, что
После того, как Уран выйдет из вашего знака, можете себя не узнать. Кто-то из вас решит кардинально сменить стиль, сделать короткую стрижку вместо длинных волос, яркую одежду начать носить вместо нейтральной. Может, вы начнете говорить по-другому или вообще разговаривать на другом языке. Кто-то из вас, какие еще могут быть перемены? Может, вы на татуировку решитесь или на какую-то операцию пластическую, на похудение, какие-то эксперименты с телом. Все это первый дом, про то, как вы себя проявляете в этом мире. И Уран будет здесь будоражить, обновлять и освобождать. Это время резких шагов. Выйти из отношений, которые больше не отражают вас. Переехать туда, где вы можете быть собой. Сказать «да» какой-то идее, которую вы раньше откладывали. Если раньше вы себя сдерживали, то сейчас ваша уникальность, ваша индивидуальность будет рваться наружу. Могут быть вспышки импульсивности, желание все резко изменить, уехать, уйти, начать с нуля. Уран не терпит застоя, и если вы жили как надо, теперь вам захочется жить так, как вы этого хотите. У вас может смениться ваш круг общения. Вы почувствуете, что с кем-то больше не по пути, а на смену придут какие-то новые, другие люди, нестандартные, свободные. Это могут быть интересные знакомства, причем внезапные. Вы никого не искали, но неожиданно встретили. Или наоборот, разорвали с кем-то связь и даже сами для себя не поняли, как вам стало легко, к примеру, без этого человека. Я не знаю, там в отношениях или в работе, или может друг, или подруга, знакомый. Может смениться ваш круг общения. По Урану в вашем первом доме может быть внезапный переезд, иногда даже в другую страну или город без долгих подготовок. Неожиданная смена профессии или образа жизни. Были журналистом, ушли в йогу, были офисным сотрудником, стали блогером. Если вы долго терпели, то Уран может дать вам неожиданный резкий разрыв с токсичными отношениями, развод, уход от партнера. Или наоборот, может быть внезапное вступление в брак. Если до этого казалось, что вы вообще не хотите замуж или жениться, может быть какая-то встреча и неожиданно решите выйти замуж или жениться. У вас появится ощущение, что вы больше не тот человек. Может быть, начнете публичную жизнь, активно вести соцсети, выйдете на публику, Уран может дать неожиданную популярность вам в первом доме. Может, вы решите сменить имя, фамилию, документы, официально начать новую жизнь. Конечно же, если вы вступите в брак или разведетесь, может, у вас будет смена фамилии, если вы девушка, женщина. А что может еще быть? Может, начнете вести YouTube-канал, блог, публичные какие-то выступления. Уран в Близнецах — это голос, слово и распространение идей. Может быть резкое увольнение с работы, которое вас убивало, которое не вдохновляло. Может, вы найдете какой-то новый нестандартный путь, или Уран вам его подкинет, какой-то онлайн-проект, какие-то креативные профессии, о которых вы даже раньше не думали. Если вы давно об этом думали, и вы в какой-то сфере находитесь такой, где вы можете передавать свои знания, то по Урану можете неожиданно начать консультировать, обучать, говорить, преподавать. Ваш голос станет инструментом вашей профессии. Может быть еще и перемена в семейном статусе, не только развод или брак, может быть рождение ребенка, переезд родителей, переосмысление своих корней. У меня по первому дому, у меня асцендент Водолей, Луна, по первому дому, когда шел Уран, у меня появилась сестра. Но это не только одно событие, много там было, конечно же, событий, но вот это самое главное и важное. Могут быть знакомства, неожиданные знакомства с людьми, которые встряхнут вашу жизнь, вашу реальность, запустят новый путь. Партнерство, творчество, иммиграция. Могут быть люди, появляться в вашей жизни, которые поменяют вообще ваше видение мира и которые могут полностью поменять вашу рутину. И, не знаю, познакомитесь с кем-то, вам предложат работу, вы переедете или даже эмигрируете в другую страну. Могут быть и такие возможности неожиданные, классные по Урану. Ваше окружение может поменяться полностью. Может из-за того, что вы выйдете замуж, у вас появятся новые друзья мужа или жены, новое окружение, или потому что вы смените работу или переедете. В общем, через 7-8 лет, когда Уран выйдет из вашего первого дома, вы поймете, что ваше окружение полностью поменялось. Можете вступить в брак с иностранцем и переехать в другую страну, о которой даже не думали. Неожиданно получить визу, разрешение на ПМЖ, и это полностью поменяет весь ваш образ жизни. Также Уран в первом доме может принести вам неожиданную славу. Может быть, какое-то видео завирусится с вами, или вы сами чем-то начнете заниматься онлайн и станете популярным.
Вы будете кардинально меняться, может быть, решите освободиться от какой-то старой вредной привычки, бросить пить, курить, может, займетесь спортом. Уран принесет что-то в вашу жизнь такое новое, чем вы раньше не занимались, какое-то увлечение. Вообще, за время прохождения Урана по вашему знаку у вас могут случиться резкие, на первый взгляд даже необъяснимые перемены. Кто-то из вас уйдет из привычной стабильной работы, начнет работать удаленно, может, откроете блог или собственный бизнес, займетесь эзотерикой, астрологией, IT-технологиями, дизайном или вообще уйдете в свободное плавание. Вообще, пока Уран будет идти по вашему первому дому, это отличное время для нестандартных решений, если вы раньше о них задумывались, но боялись. Чтобы создать YouTube-канал, чтобы выпустить собственный продукт, чтобы сменить профессию, особенно в направлении новых технологий, искусства, инноваций, образования, медицины, будущего. Можно неожиданно заинтересоваться психологией, искусственным интеллектом или какими-то альтернативными способами исцеления. Зависит от того, что для вас актуально. Сейчас все нестандартные какие-то решения зарабатывания денег, смены профессии, карьеры Уран будет поддерживать и даже давать вам какие-то неожиданные идеи. Постарайтесь не цепляться за старые шаблоны, не сопротивляться переменам. Чем сильнее вы держитесь за старое, тем резче Уран будет вас от него освобождать. Если вы чувствуете, что все рушится, посмотрите, не время ли это освободить место для чего-то нового. Уран приходит не просто так, он освобождает вас, чтобы могли стать тем, кем вы всегда были в глубине души. Близнецы, кто рожден с 21 по 23 мая, вы уже в этом году почувствуете перемены от Урана. Если у вас Солнце, Луна, Асцендент или другие важные точки находятся в первых градусах от 0 до 3 градусов Близнецов, вы также это все почувствуете, какие-то перемены. Может, вы уже чувствуете, пишите в комментариях, может, у вас уже по Урану происходят какие-то глобальные перемены, неожиданные. Как вы могли это уже начать ощущать? Может быть, желание выйти из привычной роли, менять внешний вид, переехать, уволиться, развестись, выйти замуж, изменить цели, стиль жизни. Все то, что раньше казалось вам стабильным, может начать рушиться. Но это не разрушение ради разрушения, это вот обновление ради свободы. Также, кроме вас, Уран почувствует и другие знаки. Если у вас тоже есть важные точки в этих градусах, в этих знаках, может быть, вы тоже почувствуете. Может, у вас Асцендент Близнецы или Солнце Близнецы, а Луна в Девах, или вы по Солнцу Стрелец, а по Луне Близнецы. Итак, девы, которые рождены примерно с 23 по 25 августа, у вас Уран квадратик к Солнцу, либо если у вас от 0 до 3 градуса, вы в этом году уже почувствуете вызов выйти из рутины, покинуть зону комфорта, отказаться от контроля и жесткого плана. Могут быть перемены в жизни, в работе, в здоровье. Возможно, обстоятельства потребуют действовать иначе, гибче и более свободнее. Также стрельцы, которые рождены с 22 по 24 ноября, либо до 3 градуса у вас какие-то важные точки в Стрельце. Там будет оппозиция. Это часто перемены через других людей, через партнерство, разрывы, новые союзы, переосмысление ваших целей. Кто-то из вашего окружения может повлиять на вашу жизнь неожиданным образом. И также рыбы, которые рождены примерно с 20 по 22 февраля, у вас там будет квадрат. И если у вас важные точки в рыбах до 3 градуса, вы в этом году уже почувствуете напряженное пробуждение, как будто вас кто-то выталкивает из зоны комфорта. Возможно, эмоциональные встряски, переезды, сдвиги в семье и образе жизни. Может быть нелегко, но это даст вам рост. Если вы близнецы и родились позже этих чисел, или у вас в других градусах находятся важные точки в знаке Близнеца, вы почувствуете Уран немного позже, по мере его движения вперед. Пишите в комментариях, я для вас рассчитаю. Если вы знаете, в каких градусах, пишите, я вам скажу, когда вы почувствуете влияние Урана. Как прожить этот транзит? Уран не любит привязанности, страха, застоя и старых рамок. Все, за что вы держитесь из страха, он будет выбрасывать. Все, что устарело, будет уходить. Но если вы сами начнете меняться, пробовать что-то новое, изучать, создавать, быть честным самим собой, Уран будет вашим союзником. Если он подкидывает какие-то идеи вам, не надо их сразу отметать. Лучшее, что вы можете сделать, это разрешить себе быть другими. Не держитесь за старые роли, внешность, образ жизни, за убеждения. Экспериментируйте, переезжайте, запускайте новые проекты, меняйте свою профессию и ищите свободу. Ваше общение, ваше окружение, вы сами будете меняться. И я желаю вам, чтобы этот транзит Урана принес вам только самые счастливые, самые приятные перемены и сюрпризы, дорогие близнецы. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Многие смотрят без подписки. Ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, вы уже почувствовали резкие повороты в жизни и приближение Урана.